В одном таджикском селе фронтовик 6 лет держал дома бронзовый топор, который нашел в поле. Никому не показывал. Когда, наконец, отнес его археологу, под огородами целого района оказался город Старшего Вавилона. В соседней пустыне больше полувека горит яма, которую подожгли на 3 дня. В горах Узбекистана на высоте 8 метров над землей кто-то вывел охрой фигуры, в которых до сих пор спорят, что именно нарисовано. Люди в накидках или кто-то еще. А в туркменских песках лежит то, что когда-то было самым большим городом на планете. Сегодня его имя не вспомнит почти никто. Это Центральная Азия. Огромная земля между Каспием и Памиром, по которой 1000 лет шел шелковый путь, и где почва до сих пор отдает вещи, которых по учебникам здесь быть не должно. Большую часть 20 века чужих археологов сюда почти не пускали. Сначала закрытые советские границы. Потом распад, безденежье и государства, в которые и сегодня попасть труднее, чем большинство стран мира. Пока в Египте каждый камень перевернули по 100 раз, тут целые цивилизации так и лежат нераскопанными. Сегодня 6 мест, о которых вам не рассказывали в школе. Самое тяжелое я оставил наконец. Место первое. Песок, который сам себя похоронил. Пустыня Каракумы, Туркменистан. Высохшая дельта реки Мургаб. Сюда не ведут указатели. Летом за 40 в тени, зимой ледяной ветер гонит песок по плоской равнине без единого ориентира. В 1972 году по этим пескам шла разведочная экспедиция археолога Виктора Ивановича Сарианиди. Он искал следы поселений в старой дельте Мургаба и наткнулся на огромный холм, сплошь усыпанный обломками древней керамики. Холм назвали Ганур-Депе, по-туркменски «Серый холм». То, что Сарианиди раскапывал потом до самой смерти, в 2013 году, оказалось столицей целой цивилизации, о которой до того знали только по 2 строчкам. Одна высечена на Бехистунской скале, где персидский царь Дарий упоминает мятежную страну Маргуш. Вторая стоит в священной книге зороастрийцев «Авесте», где говорится о стране Моуру. Греки звали ее Маргианой. Историки считали ее полумифической, вроде красивой легенды без адреса. Адрес нашелся в Каракумах. Радиоуглеродный анализ дал возраст около 2300 лет до нашей эры. Это значит, что пока строили пирамиды Древнего Египта и стояли города Месопотамии, здесь, в песках, жил 4-й центр силы, о котором мы попросту забыли. Дворец. Храмы, обнесенные двойным рядом стен с башнями, система из 2 бассейнов, главный размером 100 на 60 метров, и на его берегу храм воды. Поклонение огню и воде, из которого, по одной из версий, и вырос зороастризм. Сарианиди финансировал большую часть своих экспедиций сам, из собственной зарплаты и грантов. Десятилетиями человек платил из своего кармана за то, чтобы достать из песка забытое царство. В Большом некрополе, который начали копать в 90-е, нашли повозки, нарочно сброшенные в могилы сломанными. Вместе со знатными людьми хоронили собак, ослов, верблюдов, по тем же правилам, что и людей. Ганурцы верили, что в перевернутом мире мертвых поломанная вещь становится целой. В земле остались печати и амулеты с хищниками, змеями, крылатыми существами, целая система знаков, по которой здесь вели счет и метили имущество. Сам Сарианиди до конца жизни настаивал на сильном тезисе. Маргуш, по его мнению, был самостоятельным, 4-м по счету очагом древних цивилизаций, наравне с Египтом, Двуречьем и долиной Инда. Соседи с юга тут почти ни при чем. Спор о том, насколько Маргуш был самостоятелен, идет между археологами и теперь. Но с тем, что в учебниках для этого центра до сих пор нет внятного места, не спорит почти никто. Туркменистан и сегодня одна из самых закрытых стран мира. Попасть к раскопкам непросто, экспедиций мало, а песок не ждет. Стоит оставить раскоп без присмотра, и за пару сезонов его снова затягивает. Город, который пролежал под барханами 4000 лет, теперь приходится откапывать заново после каждой сильной бури. Но прежде чем я покажу вам следующее место, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. Город, страна, хотя бы континент. Мне правда интересно. А мы идем дальше. Место второе. Яму подожгли на 3 дня. 260 километров к северу от Ашхабада, 90 километров от поселка Ербент. Ровные пески, ни деревца. И посреди них горящий провал шириной около 60 метров и глубиной примерно 20. Историю обычно рассказывают коротко.
В 1971 году советские геологи бурили здесь разведочную скважину, искали газ. Бур провалился в подземную полость, грунт осел, и техника ушла под землю. Из дыры повалил метан. Чтобы он не травил людей и скот в соседнем поселке, газ решили поджечь. Думали, прогорит за несколько дней. Он горит больше 50 лет. Туркмены зовут это место «Сияние Каракумов». Весь остальной мир знает его как врата ада. Ночью зарево видно на километры, жар чувствуешь за десятки метров. Совсем рядом, у той же трассы, лежат еще два провала того же происхождения. Они не горят, напор газа слабее. На дне одного пузырится светло-серая жидкая грязь. На дне другого стоит рассол насыщенного бирюзового цвета. 3 дыры в земле в нескольких сотнях метров друг от друга, и каждая ведет себя по-своему. В ноябре 2013 года канадский путешественник Джордж Коронис спустился на дно кратера на страховке в специальном костюме и взял пробы грунта. На дне раскаленной ямы, где, как считалось, не выживет ничто, он нашел бактерии. Они живут при высокой температуре прямо в горящем кратере и не встречаются больше нигде на поверхности Земли. Туркменистан пускает к себе около 10 тысяч человек в год, и лишь примерно 1000 из них туристы. Власти не раз обещали кратер потушить или засыпать, чтобы добраться до газа под ним. Пока не вышло. За полвека в этой яме сгорели миллиарды кубометров газа в стране, которая входит в число мировых лидеров по его запасам. Самая дорогая авария в истории горит посреди пустыни, освещая по ночам пески на много километров вокруг, и въехать на нее посмотреть труднее, чем почти куда бы то ни было еще на планете. Место третье. Фигуры на высоте 8 метров. Горы Кугитанг на юге Узбекистана, юго-западные отроги Гисарского хребта, Сурхандаринская область. 100 километров от Термеза, 2000 метров над уровнем моря. Узкое ущелье Зараут-Сай и при входе в него грот Зараут-Камар. Открыл живопись охотник по фамилии Ломаев в 1939 году. Он рассказал о ней директору областного музея Парфенову, тот сделал подробное описание, хотя так его и не опубликовал. В 60-е рисунки изучал археолог Александр Формозов. На стенах и потолке грота красной охрой выведены сцены охоты. Люди с собаками гонят диких быков, козлов, джейранов, кабанов. Охотники с луками и стрелами. А рядом фигуры, из-за которых об этом месте спорят до сих пор. Треугольные человечки на тонких ножках с расходящимися от туловища отростками непонятной формы. Большинство исследователей видят в них ряженых, людей в накидках, которые подбираются к зверю под маскировкой. Но в популярных книгах эти силуэты не раз называли фигурами в скафандрах, гостями со звезд. Серьезная наука эту версию не приняла. Расходятся ученые в другом, в возрасте рисунков. Формозов относил их к мезолиту, кто-то спорил о неолите, а догадку о палеолите хоронят сами изображения. Лук и одомашненная собака для палеолита слишком поздние гости. Стилистически зараутские человечки ближе всего к мезолитической живописи Испании. Те же тонкие схематичные люди рядом с живыми точными зверями. Между Пиренеями и Гисарским хребтом 1000 километров, а рука будто одна. Некоторые исследователи видят в этом сходстве общий пласт охотничьего искусства, разошедшийся по огромной территории еще в каменном веке. Доказать прямую связь нельзя, но совпадение трудно назвать случайным. Краску готовили из охры, минерала, который держится на камне тысячелетиями, если его не трогать. Здесь не трогали. Грот высоко, дорога к нему тяжелая, и до 20 века о рисунках знали разве что пастухи. Полноценной современной экспедиции с нормальным оборудованием здесь так и не было. Описание Парфенова осело в архиве. До грота надо лезть по горам, и доходят туда единицы. Кто плясал на этой скале, зачем поднял рисунки на высоту 8 метров и кого изображал, мы знаем хуже, чем знаем испанские пещеры. А ведь это одна из древнейших картинных галерей всей Средней Азии. Место четвертое. Город Старше Вавилона. Север Таджикистана, Сагдийская область, левый берег реки Зеравшан, 15 километров от Пенджикента, у самой границы с Узбекистаном. В 1970 году местные жители нашли в земле бронзовый топор. 6 лет он пролежал в доме фронтовика Ашурали Тайлонова, пока тот в 1976-м не показал находку Абдулло Исакову, сотруднику Пенджикентской археологической базы. Исаков сразу выехал на разведку.
Через год заложили первый раскоп. Под полями оказалось городище Саразм. Возраст потряс даже специалистов. Около 5500 лет, конец 4 и 3 тысячелетия до нашей эры. Когда в будущем Вавилоне еще не стояло ни одного дворца, здесь уже работали мастерские. Площадь поселения больше 100 гектаров. Гончарные печи, металлургия, украшения из самоцветов, которые добывали в радиусе 100 километров. Жители Саразма торговали с Южной Туркменией, Ираном, Белуджистаном, Индией и Афганистаном. Маленький городок в горной долине держал торговые нити через половину древнего мира. В 2010 году ЮНЕСКО внесла Саразм в список всемирного наследия. Это первый памятник Таджикистана в этом списке. При решении властей страны отдельно отпраздновали 5500 лет города. Самая известная находка лежит теперь в Музее древностей в Душанбе. К раннему слою поселения относится могильник из 5 погребений, обведенный круглой оградой. В центре женщина, которую назвали принцессой Саразма. Ее усыпали тысячами бусин из бирюзы, сердолика и лазурита. А лазурит в те края везли из Афганистана, за сотни километров через горы. Рядом с ней положили мужчину и подростка. Кем она была для людей 5500 лет назад, что ее проводили так, мы не знаем. Но кто-то снаряжал ее в дорогу богаче, чем многих царей куда более поздних эпох. А едва не потеряли его глупее некуда. В 70-е по всей республике распахивали новые земли, равняли холмы под посевы, и над неизвестным еще городищем уже шли работы по нивелировке. Бронзовый топор в доме ветерана опередил бульдозер буквально на несколько лет. Почему Саразм опустел, спор идет до сих пор. Одни говорят про сильную засуху, другие про то, что Зеравшан сменил русло и дельта пересохла. Третьи связывают уход с приходом кочевых племен. Жители просто собрались и ушли в долину, оставив дворцы стоять. Раскопана крохотная часть поселения. Все остальное по-прежнему под землей, между трассой и виноградниками. А еще в Саразме нашли странную круглую постройку с перегородками, расходящимися от центра словно лучи. Археолог Исаков, копавший город 3 десятка лет, видел в ней изображение солнечного диска и связывал ее с зарождением культа огня. Если он прав, то поклонение огню, которое мы привыкли считать персидским и зороастрийским, разгоралось еще здесь, в горной долине, за 1000 лет до пророка Заратустры. И снова все упирается в одно. Доказать наверняка нельзя, пока не раскопано остальное. А остальное не раскопано. Место 5. Крепость 40 девушек. Окрестности Термеза, юг Узбекистана, у древней границы между оседлым миром и степью. Квадратное здание из сырцового кирпича с мощными башнями по углам. Внутри его делят на 4 части, в 2 из них по 5 комнат, есть и трапезная. Построили Кыргыз примерно между 9 и 11 веками. Стены сложены из сырцового кирпича с добавлением самана, а арки и проемы выведены из обожженного, более прочного. Средневековые историки описывают его как загородный замок правителя Термеза. В народе здание зовут Шахри-Саман, город саманов, и связывают с основателем целой династии. Звучит солидно. Вот только кто именно его возвел и для кого, история молчит. Имени хозяина в источниках нет. Большое, крепкое, заметное здание, и при этом без владельца, словно его построил никто. Само название переводится как «40 девушек». И тут начинается то, ради чего об этом месте вообще стоит говорить. Легенда рассказывает о царице по имени Гульсим. Когда враги разбили ее войско, она собрала новую дружину из 40 женщин. Девушки не только выдержали осаду, но и сами нападали на чужаков, укрываясь в замке. История красивая, странно другое. Крепостей и урочищ с именем 40 девушек по Центральной Азии разбросано множество. Под Термезом, под Мервом, в Хорезме, в Азербайджане, на севере Афганистана и Ирана. Везде 40 женщин, везде оборона до конца. Везде девы, которые либо гибнут, либо возносятся, но не сдаются. В каракалпакском эпосе есть целая поэма «Кырг-Кыс» про 40 воительниц. Один и тот же сюжет всплывает у народов, которые жили за сотни километров друг от друга и говорили на разных языках. Что это было? Память о реальных женщинах, бравших в руки оружие, когда не оставалось мужчин. Древний культ. Или эхо чего-то еще более старого, что разошлось по всей степи и осело в десятках безымянных крепостей. 40 девушек стоят на страже от Каспия до Памира, и ни одну из них мы не можем назвать по имени.
6 место. Город, который был центром мира Туркменистан, река Мургаб, рядом с нынешним городом Мары. На равнине лежит целая россыпь городищ. Эрк-Кала, Гиур-Кала, Султан-Кала, крепости разных эпох, наслоившиеся друг на друга за 2 с лишним тысячи лет. Все вместе — это Мерв. В XI и XII веках Мерв был столицей державы сельджуков и одним из крупнейших городов на земле. Только обнесенная стеной часть Султан-Кала занимала больше 400 гектаров. Через Мерв шли торговые пути во все стороны, в нынешний Узбекистан, Афганистан, Иран, Индию. Здесь жили зороастрийцы, буддисты, христиане. Стояли библиотеки, которыми город славился на весь исламский мир. Над равниной до сих пор поднимается мавзолей султана Санджара, огромный купол, который караваны видели издалека. Незадолго до конца в Мерв приехал арабский географ Якут Аль-Хамави. Он провел здесь около 2 лет, копаясь в богатейших книгохранилищах города, и именно тут собрал основу для своего знаменитого словаря стран. Он писал, что в Мерве было 10 библиотек, отданных в дар горожанам, и что нигде на свете он не работал так свободно. Якут уехал в 1218 году. Через 3 года от книг, которые он читал, не осталось ничего. Дальше идет дата, которую в этих местах помнят так, как в других помнят войны. Февраль 1221 года. К Мерву подошло монгольское войско под началом Талуя, младшего сына Чингисхана. Город открыл ворота. По средневековым хроникам, на которые ссылаются и современные историки вроде Нормана Наймарка, Талуй приказал перебить почти все население, около 700 тысяч человек, пощадив несколько десятков ремесленников. Цифра наверняка завышена. Средневековые летописцы любили круглые ужасы. Но даже если уменьшить ее в несколько раз, масштаб остается за пределами воображения. За считанные дни один из главных городов планеты перестал существовать. Мерв так и не поднялся. Город в пустыне жил благодаря огромной системе каналов и плотин на Мургабе, и за ней постоянно следили сотни людей. Когда следить стало некому, вода ушла, оазис начал высыхать. Тимуриды в 15 веке пытались починить каналы, но прежнего величия не вернули. Жизнь постепенно переползла туда, где сейчас стоит Мары, а к XIX веку вокруг старых стен лежала пустая степь. Первые раскопки русский востоковед Жуковский начал в 1894 году. В 1999 Мерв внесли в список всемирного наследия. Сегодня сюда привозят паломников. Едут они к действующей мечети Юсуфа Хамадани, а старые стены остаются в стране. Смотрителю мавзолея на вопрос, чем тут когда-то был этот город, обычно пожимает плечами. Люди едут помолиться, а не слушать про сельджуков. Город, который арабские географы называли сердцем мира, превратился в остановку по дороге к святыне. И почти никто из приезжих не знает, что стоит на костях 100 городов сразу. Я долго собирал материал к этому выпуску и поймал себя на странном чувстве. Меня зацепили не дворцы и не цифры, зацепил бронзовый топор, который пролежал 6 лет в доме старого фронтовика, прежде чем кто-то понял, что под ногами целый город. Зацепил человек, который десятилетиями платил из своей зарплаты, чтобы доставать из песка забытое царство, и так и умер, не докопав. Зацепило то, что Великий Мерв сегодня помнят хуже, чем мечеть на его окраине. Здесь нет ощущения большой тайны, которую кто-то спрятал в сейф. Тут другое. Земля густо набита историей, а рук, времени и денег почти нет. Туркменистан закрыт. После распада Союза археология в регионе годами держалась на энтузиастах, которые вели раскопки на свои деньги и в свой отпуск. От Ганура до Саразма раскопана едва ли 10-я часть, остальное лежит под песком и виноградниками и ждет. Не злого умысла, а просто очереди, которая может и не дойти. Меня не отпускает мысль, что прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, под каким-нибудь невзрачным холмом между Каспием и Памиром лежит еще один город, которого нет ни в одном учебнике. И все, что отделяет его от нас, это чья-то лопата, которой пока некому взять в руки. Какое из 6 мест зацепило вас сильнее всего, напишите в комментариях, мне правда интересно. Если выпуск понравился, поставьте лайк и подпишитесь. В следующий раз спустимся еще дальше в пески.